Привет, друзья! Я рад снова видеть вас. Изменения в мае 2026 года в Германии начинаются с действительно масштабных финансовых новостей. Около 2,5 миллионов человек, а это, напомню, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, увидят в своих расчетных листах прибавку. Оклады официально вырастут на 2,8%. Это решение касается абсолютно всех уровней, от опытных госслужащих до стажеров и студентов-практикантов. Последним, кстати, добавят фиксированные 75 евро к ежемесячной выплате. Но самое интересное здесь это гибкость, которую вводит правительство Мерца. С этого года годовая спецвыплата становится выше, и у вас появляется выбор: или забрать деньги, или обменять их на свободное время. Если вам критически не хватает все-таки отдыха, вместо части суммы можно оформить до 3 дополнительных выходных на 2027 год. Обратите внимание, что для медиков и персонала в сфере ухода за больничными действуют свои, более выгодные условия по годовым бонусам. Но чтобы получить эти деньги, нужно успеть подать заявление до 1 сентября 2026 года. Поэтому будьте внимательны и не пропустите этот срок, иначе доплаты можно просто не получить. Для тех же, кто постоянно за рулем, есть еще один позитивный сигнал. Начиная с 1 мая на 2 месяца снижается энергетический налог на топливо. В теории бензин и дизель могут подешеветь примерно на 17 центов за литр. Если сравнивать это с текущими ценами на заправках, экономия при полном баке может быть таки довольно существенной для вашего кошелька. Однако и здесь есть нюанс. Государство снижает налог, но итоговую цену на стеле устанавливают сами топливные компании. Поэтому многое будет зависеть от того, как именно они отреагируют на это снижение. Плюс ко всему обсуждается возможность получить так называемую налоговую премию до 1000 евро. Это те деньги без вычетов и социальных взносов. Но здесь важно также понимать, по закону работодатель не обязан их выплачивать. Это право, а не обязанность компании. Многое будет зависеть именно от того, как быстро Бундестаг окончательно примет соответствующее решение. Кстати, о детях и будущем. С 15 мая в Германии серьезно расширяют программу скрининга новорожденных. К списку из 16 редких заболеваний добавили еще 4. Теперь врачи будут проверять сразу 20 состояний. В этот расширенный тест включили такие серьезные вещи, как дефицит витамина В12, гомоцистеинурию и нарушение обмена веществ, включая метилмалоновую ацидурию. На самом деле, чтобы вы понимали, у лабораторий ушел почти год на подготовку и закупку оборудования после решения профильного комитета в 2025 году. Смысл в том, что ранняя диагностика дает возможность начать лечение буквально в первые дни жизни, что в ряде случаев помогает избежать тяжелых последствий. Ну а если вы думали, что майские праздники ограничатся только началом месяца, то у меня для вас есть еще одна важная новость. 23 мая 2026 года основной закон Германии – Конституция отмечает свой день рождения. И в этот раз Берлин решил отойти от привычных официальных приемов и формальных речей. Впервые в истории этот день объявлен почетным днем. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер фактически призывает жителей страны хотя бы на один день выйти из привычного режима и заняться конкретными общественными инициативами. Идея здесь глубже, чем кажется на первый взгляд. В правительстве подчеркивают, демократия – это как нормы в законе, так и участие самих граждан. То есть, по сути, предлагается формат общественной активности, но в современном виде. Нет жестких рамок, это может быть уборка парка, помощь соседям с ремонтом детских площадок или организация уличного мероприятия. Особый акцент делают на инклюзивности. Например, обсуждают форматы спортивных событий, где вместе участвуют люди с разными возможностями.
Я советую все же обратить внимание на эти даты, хотя сам День Конституции 23 мая, основные мероприятия растянуты на период с 16 по 31 мая, но присоединиться может любой желающий от крупных компаний до обычных жителей. Если сравнивать с традиционными праздниками, когда города часто замирают, здесь ожидается более активная вовлеченность. Можно предложить свою инициативу или присоединиться к уже запланированным проектам через городские платформы. Главный посыл этого формата, то есть показать, что общество способно объединяться ради реальных дел, а не только обсуждать проблемы в Германии. А теперь, завершив дела с гражданской активностью, предлагаю нам с вами спуститься уже на землю и поговорить о более, так сказать, приземлемых вещах, о деньгах и пенсионной системе Германии, где в мае происходят важные технические и финансовые изменения. Майские новости затронули более 20 миллионов пенсионеров по всей стране. Здесь сразу несколько направлений, от банальных графиков выплат до довольно жестких таких правил выхода на заслуженный отдых. Важно понимать, что пенсионная система Германии сейчас находится под двойным давлением, и власти пытаются как бы маневрировать между нехваткой кадров и дефицитом бюджета. Первое, что многие почувствуют в своем семейном бюджете, это эффект домино от медицинских страховок. Большинство касс, вы знаете, наверное, подняли дополнительные взносы еще в январе, но для пенсионеров действует законная отсрочка в 2 месяца. Если ваша страховая компания пересмотрела тарифы, например, в марте, то именно май станет тем месяцем, когда вы увидите окончательную сумму в своем расчетном листе. Если сравнить это с прошлым годом, то чистая сумма пенсии может немного у вас снизиться именно за счет, как я сказал, этих социальных отчислений. Что же касается графика выплаты, то в мае в Германии начинается настоящая календарная путаница. Здесь все завязано на дате, когда вы стали пенсионером. Если это случилось до апреля 2004 года, то пенсия за май поступит вам на счет заранее, уже 30 апреля. Те же, кто вышел на отдых позже, получают деньги за текущий месяц в его конце. И так как 31 мая – это воскресенье, банки проведут транзакцию заранее, то есть в пятницу 29 мая. Советую планировать свои расходы, учитывая, что в этом месяце деньги могут прийти на пару дней раньше обычного. И вы знаете, все-таки я не могу не сказать, что с этим продолжается постепенное повышение пенсионного возраста. Если вы родились 1 февраля 1960 года, то ваш личный дедлайн наступает именно сейчас. И в конце мая вы достигаете возраста 66 лет и 4 месяца. Но здесь есть бюрократическая особенность. Право на выплату возникает не в день вашего рождения, а с 1 числа следующего месяца. То есть родившиеся 1 февраля получают первые деньги 1 июня. А вот те, кто родился всего на день позже, то есть 2 февраля того же года, официально считаются достигшими пенсионного возраста уже в июне, а значит увидят выплаты только соответственно 1 июля. Разница в один день рождения фактически может сдвинуть получение выплат почти на месяц. Чтобы как-то сгладить ситуацию с дефицитом специалистов, правительство Мерца делает сегодня ставку на так называемую активную пенсию. Теперь тем, кто уже достиг установленного возраста, разрешено зарабатывать до 2000 евро в месяц чистыми, то есть без уплаты подоходного налога. Немецкое пенсионное страхование прямо указывает, что это сделано для того, чтобы квалифицированные кадры дольше оставались в экономике. То есть, по сути, государство признает растущую нагрузку на систему и предлагает дополнительную мотивацию продолжать трудовую деятельность. И это еще не все. Сегодня вопрос честного разделения имущества при разводе выходит на новый уровень, так как правительство Мерца решило уделить больше внимания защите тех, кто годами занимался домом и детьми вместо построения карьеры.
В Германии готовится масштабное обновление правил, касающихся того, как супруги делят свои накопления после расставания. Речь идет о процедуре так называемого пенсионного выравнивания, которая предполагает, что все заработанное в браке делится пополам. Министерство юстиции уже получило одобрение Кабинета министров, и в мае этот законопроект выходит на финальную стадию рассмотрения в Бундестаге. Главная цель этой реформы – закрыть лазейки для тех, кто пытается скрывать часть своих доходов. Сейчас в системе есть такая уязвимость. Если один из супругов не указал какую-то часть своих пенсионных прав, второй партнер может потерять эти средства. Новое правило позволяет проводить перерасчет даже задним числом. Если выяснится, что какой-то пенсионный актив не был учтен ранее, его могут включить в этот раздел независимо от времени. Это особенно важно для женщин, которые часто жертвуют работой ради воспитания детей и в итоге остаются с минимальными личными накоплениями. Особое внимание также уделили предпринимателям. Часто их пенсии выплачиваются не частями, а одной крупной суммой. Раньше с разделом таких капиталов возникали юридические сложности, но теперь их официально включают в общую систему распределения. Единственное исключение – это ситуация, когда бюрократические расходы на переоформление небольшой суммы могут превысить саму выплату. В таких случаях суд может отказаться от раздела, чтобы избежать излишних процедур. Еще один важный сдвиг касается именно сроков. Раньше запустить процедуру пересмотра пенсионного выравнивания можно было не ранее, чем за год до выхода на заслуженный отдых. Теперь этот срок увеличили до 2 лет. Это даст пенсионному фонду и юристам достаточно времени, чтобы без спешки подготовить все расчеты и снизить риски ошибок, которые в будущем могут привести к финансовым трудностям. Позиция министра юстиции здесь сформулирована достаточно четко. Работа по дому и воспитание детей в Германии рассматриваются как вклад, сопоставимый с занятостью по найму. И хотя в большинстве случаев это и защищает интересы жен, мужчины тоже получают дополнительные гарантии. Например, право на пенсионные баллы после смерти бывшей супруги становится более защищенным. Законопроект уже находится на рассмотрении, и его вступление в силу – вопрос ближайшего времени. Вместе с пересмотром семейных финансов правительство Мерца решило также уделить внимание трудовому рынку, чтобы стимулировать более активное участие в занятости и снизить зависимость от социальных выплат. Сегодня в Германии май приносит напряженные новости для тех, кто привык подрабатывать на так называемом мини-джоб. В коридорах власти обсуждается план – возможность заработка до 603 евро в месяц без налогов и социальных взносов хотят ограничить. Если сейчас это доступно многим, то в ближайшем будущем такую модель планируют сохранить в основном для пенсионеров, студентов и тех, у кого уже есть основная белая работа. Логика здесь довольно жесткая. Остальные хотят стимулировать переходить на более стабильную занятость. В Берлине считают, что трудоспособные люди должны полноценно участвовать в финансировании пенсионной и медицинской систем, а не оставаться в формате минимальных подработок. Если сравнить это с нынешней ситуацией, то для многих такой шаг может стать неприятной нагрузкой для кошелька. Ведь теперь с каждой заработанной суммы придется отдавать часть государству. Параллельно ХДС и Социал-демократическая партия Германии с ДПГ фактически уже подошли к финалу споров о судьбе пособия Бюргергельд. Скандально обсуждаемую систему денег для граждан планируют существенно реформировать, на смену придет новое базовое обеспечения. И главный акцент теперь смещается именно с безусловной поддержки на более строгие требования к участию в трудовой деятельности. Работай или рискуй потерять выплаты. Требования к участию в программе переобучения и отчеты о поиске работы станут регулярной обязанностью для безработных. Но реформы не ограничиваются только кошельками граждан. Коалиция наконец-то согласовала правки в многозадачный закон об отоплении.
Теперь курс на экологию подтверждается, но с учетом действующих повседневных реалий. Поправки должны сделать переход на зеленые системы отопления более управляемым, хотя давление на домовладельцев по снижению выброса, вероятно, сохранится. Очевидно также, что правительство Мерца пытается одновременно усилить требования в социальной сфере и ускорить энергетический переход, пока экономика страны все еще ищет новые точки роста. Помимо реформ на рынке труда, под внимание властей попала и одна из ключевых сфер социальной системы – это медицина, где расходы сегодня растут так быстро, что прежние механизмы финансирования уже не справляются. Сейчас правительство Фридриха Мерца делает ставку на работу специальных экспертных комиссий, которые должны подготовить, скажем так, почву для масштабных перестройки системы здравоохранения. Ситуация в медицине в сфере долгосрочного ухода остается напряженной, средств просто-напросто не хватает. Поэтому на стол легли варианты, которые для рядового плательщика налога могут выглядеть весьма неприятными. В первую очередь обсуждается очередное повышение страховых взносов. Но так как бесконечно увеличивать нагрузку на зарплаты просто-напросто невозможно, политики рассматривают и план «Б» – сокращение списка бесплатных медицинских услуг. Однако самая острая тема, которая сейчас активно обсуждается, это возможная отмена бесплатного страхования для неработающих супругов. Если это решение все-таки примут, то за жену или мужа, которые не работают, придется доплачивать отдельно. Если сравнивать это с нынешней системой, где один работающий, скажем так, прикрывает всю свою семью, это может стать серьезной финансовой нагрузкой для многих домохозяйств. Еще в сфере ухода за пожилыми людьми логика тоже меняется в сторону более дифференцированного подхода. Власти сегодня обсуждают введение доплат. Те, кто за свою жизнь заработал больше, вероятно, будут платить за услуги по уходу тоже больше, чем люди с низкими доходами. По сути, речь идет о перераспределении нагрузки внутри самой системы. В Берлине понимают, что такие меры могут вызвать острую реакцию у общества и не добавят популярности. Поэтому окончательное предложение комиссии ожидается только к лету. Власти рассчитывают, что к этому моменту общественная дискуссия станет более, скажем так, взвешенной, однако правительству Мерца сейчас важно показать готовность к довольно-таки непростым решениям, даже если они вызывают споры. Для нас с вами это сигнал один. Медицина в Германии постепенно перестает восприниматься как условно бесплатная и становится системой, где финансовая нагрузка на граждан может расти. Но вы знаете, в мае налоговые маневры правительства выходят на первый план, так как Берлин пытается нащупать какой-то баланс между накоплением бюджета и реальной поддержкой тех, кто живет на одну зарплату или пенсию. Месяц май становится сегодня важной отметкой для тех, кто сейчас завершает свой трудовой путь. Если ваш первый выход на заслуженный отдых выпадает на этот месяц, имейте в виду, налогом будет облагаться уже 84% от суммы вашей пенсии. Система в Германии работает по принципу ступенек. Для каждого нового призыва пенсионеров необлагаемая доля снижается на 0,5%. Однако есть и хорошие новости. В этом году правительство подняло планку базового необлагаемого минимума, напомню, до 12 348 евро. Если это сравнить с прошлыми годами, то для пенсионеров с небольшим доходом нагрузка фактически не изменится, и многие из них по-прежнему не заплатят государству ни цента. Этот месяц вполне можно назвать, скажем так, затишьем перед следующими изменениями. Пока мы с вами разбираемся с техническими деталями медицинских страховок и теми же налоговыми декларациями, на горизонте уже маячит июль с его обещанным повышением пенсии, напомню, на 4,24%. Это дает повод для сдержанного, скажем так, оптимизма тем, кто считает каждый евро в своем бюджете. В самом правительстве Фридриха Мерца налоговая реформа стала главной ареной для политических обсуждений. Напомню, лидер СДПГ Ларс Клинбай
продвигает идею прямой помощи среднему классу. План такой. Люди с доходом около 3000 евро в месяц должны получать реальную выгоду, например, в 300-400 евро в год. Но когда речь заходит о том, где же взять эти деньги, внутри коалиции возникают те самые разногласия. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман хочет защитить высококвалифицированных специалистов и предлагает поднять порог максимальной налоговой ставки до 80 тысяч евро в год. Социал-демократическая партия Германии СДПГ наоборот предлагает ужесточить подход и поднять саму ставку до 49%. Более того, в повестке снова появляется вопрос пересмотра системы совместного налогообложения супругов, как я сказал, которая десятилетиями помогала семьям экономить. Чтобы закрыть дефицит бюджета, по данным издания Bild, в правительстве обсуждают возможность повышения общего НДС, налога на добавленную стоимость, с 19 до 21%. Чтобы смягчить последствия такого шага, политики предлагают снизить льготную ставку на базовые продукты, такие как мясо, овощи, молоко, с 7 до 4%. То есть, по сути, речь идет о перераспределении налоговой нагрузки, часть товара может подорожать, в то время как продукты первой необходимости станут немного доступнее. И вы знаете, сегодня в Германии политические дискуссии в Берлине том же по ключевым вопросам идут довольно, будем говорить откровенно, напряженно. И май показывает, что найти компромисс между партиями коалиции становится все сложнее с каждым днем. Но, несмотря на ряд согласованных реформ по многим фундаментальным пунктам, в правительстве Мерца сохраняются серьезные разногласия. Камнем преткновения стал знаменитый долговой тормоз. То есть это такой запрет брать правительству новые кредиты для покрытия различных нужд. Социал-демократическая партия Германии СДПГ настаивает наоборот на его смягчении, ссылаясь на коалиционное соглашение и необходимость новых вливаний в экономику. Однако блок ХДС-ХСС придерживается более жесткой позиции после того, как, напомню, в прошлом году создание спецфонда на 500 миллиардов евро вызвало резкую реакцию у части консервативных избирателей. Любое новое заимствование для них – это серьезный политический риск и даже возможное снижение рейтингов на выборах в Германии. Не менее остро обсуждается сегодня иммиграционный вопрос. ХДС, ХСС открыто заявляют о намерении пересмотреть реформу гражданства 2024 года, то, о чем я вам говорил. Основное требование – вернуть прежний срок проживания в стране для подачи на паспорт. Вместо нынешних 5 лет предлагается снова установить 8. Если сравнивать эти позиции, становится ясно, в Германии идет принципиальная дискуссия о модели интеграции. СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, в свою очередь заняла жесткую позицию. Социал-демократы устами своего депутата Сони Айхведа еще в конце прошлого года дали понять, что закон о гражданстве – это красная линия, и дополнительных ужесточений они не поддержат. В итоге складывается сегодня ситуация, при которой важные для многих людей решения могут затягиваться и оставаться без окончательного согласования. На сегодня это были все самые важные новости и изменения, которые принес нам май 2026 года. Германия продолжает меняться, и не всегда эти перемены проходят просто. Следите за выпусками, чтобы не упустить детали, которые напрямую касаются вашего кошелька и статуса. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем выпуске.